Всем привет-привет! Снова приветствую вас на своем канале. Меня зовут Татьяна. Доброго времени суток всем. Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот свитер-трансформер. Почему трансформер? Потому что это у нас отстегивается. И у нас получается как бы снуд отдельно с капюшоном. И отдельно такая вот, ну, как бы, я не знаю, как эту деталь назвать. В общем, вот такая вот деталь. Это перед, вот грудка, да, здесь это спинка. Вот, обязательно приложу видео, как это сидит, смотрится и так далее. Ну, немножечко мы его свяжем побольше, потому что, как говорится, это был пробный вариант. Он прошел испытания, извлечены как бы ошибки и замечания все, и мы их с вами, конечно же, учтем. Вот. Из чего я буду вязать? У меня есть вот такие остаточки пряжи. Видите, они у меня разных цветов. Это пряжа, сейчас я вам покажу, это Vita Brilliance. Бриллиант, так скажем, да. Здесь 45% шерсти, 55 акрила, 380 метров в 100 граммах. Ниточка довольно-таки тоненькая, но нам как раз-таки это и нужно. Вот, чтобы сам снуд, сам вот эта вот, да, вещь, как бы здесь основная деталь это вот это, да, задумка была с этого, чтобы она была помягче, мягенькая, как бы именно вот накидка получилась. Поэтому будем вязать в одну ниточку. Это тоненькая ниточка, но зато она получается, я вот связала образец, она получается мягенькая, очень приятная на ощупь. Вот. У кого-то, может быть, есть другие какие-то остаточки, пожалуйста, вяжите из них. Это вот, ну, как бы уже какую-то вещь такую не свяжешь глобальную, не шапку, ну, как бы носки нецелесообразно из такой пряжи вязать, потому что они быстро выйдут из строя. Поэтому вот пускаю на такие вещи я. Или детские, или же вот такие маленькие какие-то. Вот буду я сочетать. Одна ниточка кончится, буду вязать другой. Ну, в общем, вот, да. Я связала образец, как всегда. У меня 20 петелек я набрала и связала 10 рядов. Связала я обычной лицевой гладью. Вот. Положила, измерила его. Так у меня получилось 8 сантиметров, а в высоту у меня получилось 3 сантиметра. Вот. Математические действия произвела. В общем, у меня я 20 поделила на 8 сантиметров. Для тех, кто не знает, может быть, первый раз, у меня получилось 2,5 петли в 1 сантиметре. Теперь я могу его распустить, этот образец, и приступать к вязанию. Для чего мы вяжем этот образец? Чтобы узнать, сколько же нам нужно набрать петелек. Вот, собачку нужно будет померить в этом случае, да, в сидячем положении. Я просто свою собачку поймать не могу, чтобы собачка села и вот эту окружность вместе с ножками, с передними с лапками в сидячем положении и вот так вот обмерить. Немножко взять на свободное облегание, в общем, чтобы это у нас, как бы, понимаете, оно не должно сидеть вплотную, оно должно элегантно лежать, так скажем. Поэтому у меня получилось 40 сантиметров. Да, там, ну, я как бы, может быть, и округлила специально. Вот, в общем, 40 сантиметров. Поэтому, вы знаете, как бы я хотела сначала вязать на 5 спицах, потом подумала, чтобы вас не мучить, те девочки, кто умеет вязать на 5 спицах, пожалуйста, вяжите. Для тех девочек, кто не умеет на 5 спицах, мы будем с вами вязать вот на таких обычных. Это номер 3 спицы. И эти номер 3. Вот и образец я вязала на троечке. Вот. Для тех, кто не хочет потратить 10 минут как бы на вывязывание образца и расчет петелек, да, для тех, кто хочет по-быстренькому, значит, тот берет такую же пряжу Vita Brilliant,
такие же спицы, такие же руки, потому что можно совершенно одинаковыми спицами, одинаковой пряжей, но достичь другого результата. Плотность вязания у всех разная. Вот. И, значит, набирает столько же петель, сколько и я, и мы вяжем с вами вместе. Вот. Я буду набирать по моим расчетам. Как бы в идеале нужно набрать на мои 40 сантиметров 100, но я буду вязать резинку 2 на 2. И мне нужно, чтобы было мое число делилось на 4. Ну, как бы 100 делится идеально на 4. Но не забывайте, что мы будем вязать на 2 спицах, и у нас будет 2 кромочные. Вот. Поэтому, как бы, чтобы рисунок наш вот здесь в дальнейшем не сбивался, поэтому я возьму 96 петель. Оно делится на 4, как раз 24 получается четное число. И прибавляю как бы к 96 2 кромочные, и получается у меня 98. Вот, буду я набирать 98 петель. Сейчас покажу, каким образом. Еще забыла я вам сказать, что нам понадобятся кнопочки, вот такие, в количестве 1, 2, 3, 4 штуки. Вот они, видите, пришиваются. Почему кнопочки? Почему, вы скажете, не пуговички? Да, потому что как бы с кнопочками все дело обстоит быстрее, чтобы снять, одеть. Вот. И удобнее, мне кажется, потому что, вы знаете, как бы очень тяжело, если, допустим, делать пуговички, то мы должны уже сразу наметить, где у нас должны быть наши петельки. Вот, да. А когда с кнопочками, то вы можете сначала связать, потом одеть на собачку, померить и уже на собачке наметить, где вам сделать удобнее и пришить удобнее кнопочки. Потому что у кого-то грудка пошире, у кого-то поуже, у кого-то ножки побольше, у кого-то поменьше. В общем, таким опытным вот путем я поняла, что с кнопочками оно проще. Кнопочки, я думаю, сейчас не проблема купить, приобрести. Можно приобрести пластиковые, но у меня в наличии были вот такие кнопки, и мне они показались удобнее. И как бы в то же время и декор выполняют. Вот, это по поводу то, что как бы материалов, что нам нужно. Вот. И дальше уже приступаем с вами непосредственно к вязанию. Итак, мы с вами переходим к набору. Значит, мы берем наши спицы, складываем их вдвое. Нам нужно, чтобы наш краешек был эластичным, поэтому и набирать мы будем эластичным набором, чтобы здесь оно, вот этот край, не стягивало, не врезалось и не стягивало. Поэтому берем короткий конец, ну, немножко как бы отмеряем его так приблизительно. Я, знаете, уже сколько лет вяжу, есть какие-то там расчеты, формулы, возьмите там столько-то длины, от той длины, не знаю, чисто всегда все как бы делаю на глаз. Вот, поэтому как бы, если вы знаете какие-то секреты, вот эти формулы, вы отсчитайте, сколько нужно. Если нет, то на глаз вот примерно, да, вот смотрите. Ну, вот столько я взяла хвостика. Пусть отрежем. Да, короткий конечек на большой палец, который от моточка идет на указательный. И мы будем набирать эластичным набором. Первую петлю я не делаю, я делаю ее одну. То есть можно просто сделать петлю такую, да, обычную петлю, и в нее потом деть спицы. А можно крутить, вертеть. Кручу-верчу, обмануть хочу. Так тоже возможно. Так, теперь смотрите, одну петлю мы с вами сделали, вторую обычным способом с большого пальца, с указательного пальца, и затягиваем. Третью петлю, да, то есть у нас нечетные будут немножко по-другому эти петли. Мы скидываем с большого пальца, с внутренней стороны берем, и теперь дальнюю ниточку берем с большого пальца и с указательного. И у нас образуется вот такая вот перемычечка. Четные, то есть, смотрите, 1, 2, 3, четвертую петлю мы будем брать обычным способом. С большого пальца, с указательного. Затягиваем. Потом скидываем с большого, берем его в другую сторону. И с внутренней стороны большого пальца и с указательного.
И у нас опять вот такая вот перемычка получается. Вот эта самая перемычечка, она нам даст эластичность. То есть, чтобы наша резиночка не стягивалась. Вот. Потом четную опять берем обычным классическим способом с большого, с указательного. Потом скидываем, берем ее таким образом. Первые разы, может быть, это покажется сложным, но потом это все, как всегда, доходит до автоматизма. И через одну. Видите, я специально как бы показываю медленно. Но это опять-таки же, девочки, для новичков. Те, кто, девчонки, вяжут со мной уже давно и не одну вещь, они уже как бы профи в этом деле, они уже все знают, они могут просто перемотать и набрать 98 петель. Вот. А девчонки, кто новички, те устраиваются поудобнее. Или можете каким-нибудь другим способом. Это вообще не принципиально, понимаете? Я почему вам это ну, как бы, как совет. Как сейчас модно говорить, лайфхак, да? Почему? Потому что, еще же раз объясняю, если мы наберем обычным способом, вот эта вот низушечка, она будет стягивать и не даст нам той эластичности и растянуться до бесконечности, понимаете? Вот. Нам это важно, потому что для собак они такие непоседы, и, в общем, нам это очень важно. Вот. Когда он у них здесь стягивает, нам нужно одеть это быстро, понимаете, и, в общем, иногда это неудобно. Вот, поэтому вот такой эластичный набор. В общем, набираем мы таким способом или любым другим абсолютно, каким вам нравится. Сейчас очень много видео на ютубе, там какими-то петельками, кто-то с крючка. В общем, как вам удобно. Главное 98 петель. Ну вот смотрите, набралось у меня 98, как бы, ну, звучит 98, да, а как бы так вот не очень много. Ну, в процессе вязания это, сейчас у нас все растянется. Последнюю я обязательно завязываю, потому что не нравится мне, когда тут у меня что-то болтается и распускается. Просто делаю узелок и все. Вот, вытаскиваем одну спицу и мы с вами будем вязать резиночку 2 на 2. Первую кромочную мы всегда снимаем и вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые. Они прям так и лежат, видите, они вот парочки, они прям так и напрашиваются. 2 изнаночные, 2 лицевые, и все. Ничего сложного. Так мы вяжем с вами резиночку. Я думаю, что 2 сантиметра, кто-то может быть 3, у кого может быть собачка побольше, провяжите 3-5, в общем, резиночку вот сколько вам нравится, да, вот это тоже не принципиально. Давайте провяжем, ну, может быть, 2 сантиметра резиночкой, да, мы будем с вами вязать поворотными рядами туда-обратно. Поэтому усаживайтесь поудобнее, да, и вот 2 на 2 называется резиночка, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 сантиметра в высоту мы вяжем. Все, кромочную мы провязываем, сейчас я вам точно не могу сказать, потому что кромочную я провязываю в зависимости от того, какая у меня была предпоследняя петля. Сейчас, кому это интересно, можете подождать. Я дойду до конца ряда и, ну, для кого это важно. Для кого это не важно, тот садится поудобнее и вяжет. Ну вот я дошла до конца ряда. У меня вот я провязала 2 изнаночные. Остается мне провязать лицо. И это означает, что последнее у меня тоже будет лицо. Почему? Сейчас объясню. На некоторых каналах я видела, что некоторые девчонки показывают, что обязательно нужно провязывать последнюю. Всегда
изнаночной? Нет, не обязательно. Смотрите, лицо, да, я поворачиваю, и у меня моя ниточка, то есть здесь у меня было предпоследние две мои петли, они были лицевыми. Это значит, что теперь, когда мы перевернем вязание с другой стороны, они у нас будут изнаночными. Это если мы вяжем резинку, правильно? И видите, у нас ниточка наша, кромочную мы провязали тоже лицевой, и она у нас встает под наши изнаночные. Видите? И все. И не надо нам ничего перекладывать. Ну, это просто, опять-таки же, такие как бы мелочи, те же самые лайфхаки. Кто-то, может быть, не обращает на это внимания, но я бы тоже не обращала, когда это доводится все до автоматизма. Но для новеньких девочек, у которых в голове еще каша, и они смотрят один канал, одна показывает так, другой канал смотрит, другая показывает так, и говорят, вот нет, я правильно, вот только так должно быть. Нет, девчонки, правильно это так, как удобно вам. Как вы присноровитесь, как вы свою руку как бы приучите, и голову тоже, потому что без головы здесь тоже нельзя, согласитесь, руки руками, а голова тоже нужна. Поэтому вот как вам удобнее, так и получится. Смотрите, вот здесь в конце ряда у меня, получается, будут 2 изнаночные, поэтому здесь я последнюю петлю буду провязывать изнаночным, потому что когда я поверну, вот, точнее, я вот, видите, вас обманула. Лицевыми. Здесь тоже лицевыми. Значит, я провяжу лицевыми. Потому что, когда я поверну, у меня ниточка опять будет стоять как нужно. Если бы у меня последние здесь были лицевыми, изнаночными я провязывала, то и кромочную я бы провязала изнаночной. Потому что, когда я бы повернулась, у меня моя ниточка рабочая стояла бы под мои петельки, как мне нужно. Опять-таки же говорю, это мелочи. Просто я вам рассказываю, почему и как. Вы уже сами делаете выводы и принимаете решение, как вам вязать удобно. Самое главное, чтобы вам было удобно. И чтобы вы от этого получали удовольствие от процесса. Поэтому присаживайтесь удобнее, и мы провязываем резинкой 2 на 2. То есть, где у нас были лицевые, мы провязываем лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Так мы провязываем с вами 2 сантиметра и встречаемся. Так, смотрите, вот связалось у меня 2 сантиметра. Вы можете побольше, поменьше. Тут как бы нужно выбрать вам, какая сторона вам больше нравится. Это или это, ну, по наборному краю, да. Я выбрала, что у меня вот это будет лицо, хотя сейчас это вообще без разницы, не принципиально, потому что рисунок у нас тоже будет такой двухсторонний, это можно будет решить в любой момент. То есть у меня хвостик получается с левой стороны. Вот. Теперь мы будем вязать с вами рисуночек, я вот такой вот выбрала, здесь может быть не так видно, 2 на 2. То есть, опять-таки же, в каждом лицевом ряду мы с вами будем менять наши как бы петельки, да. Если мы вот в резиночке начинали, у нас было 2 изнаночные, то сейчас мы их будем провязывать лицевой. То есть изнанку мы провязываем лицевой, а лицевые мы провязываем изнанкой. Так мы будем с вами менять в каждом лицевом ряду, то есть через ряд. Значит, сюда мы идем, меняем, да, по лицевому ряду. А обратно, когда будем вязать по рисунку, как у нас идет. Вот. Потом опять в следующем лицевом ряду у нас получается здесь 2 лицевых. Значит, мы будем опять вязать изнаночную. То есть менять наши петельки мы будем в каждом лицевом ряду. Сейчас мы меняем. То есть, где было лицо, мы провязываем изнаночными. А где было изнаночные петли, там мы провязываем их лицевыми. Вот. Сейчас давайте довязываем ряд мы с вами до конца. Почему я и говорила, что нужно определиться, где у нас лицо, где изнанка, чтобы не запутаться, в каком ряду мы будем меняться. Вот поэтому хвостик у меня с левой стороны. Это моя лицевая сторона. Поэтому я буду меняться всегда вот в этой, менять петельки именно в этом положении, лицевом ряду. Довязываем ряд до конца.
И встречаемся. Теперь мы приступаем к изнаночному ряду. Первую, как всегда, снимаем. И видите, у нас стоит лицо. Этот ряд изнаночный мы провязываем, как у нас идет по рисунку. Так мы с вами его и провязываем. То есть по изнаночному ряду мы просто возвращаемся с вами назад. И все. Здесь не нужно ничего крутить, ничего вертеть. Мы с вами будем менять петельки только в лицевых рядах. Вот. И я же говорю, чтобы не запутаться, если вы вяжете так же, как я, если у вас ниточка справа, значит мы вяжем изнаночный ряд. Если ниточка слева, значит лицевой ряд, значит мы меняем петельки. Это как бы первый такой аспект. А второй аспект, что если для вас это как бы сложно, вы можете выбрать любой другой рисунок или вообще вязать без рисунка. То есть как бы для начала, да, попробовать себя, девочки, кто вяжет впервые, просто попробовать, получится ли у вас вообще в принципе, да, или же вот такой вот нехитрый, такой вот простой рисуночек. В этом как бы ничего сложного тоже нету, просто нужно немножко сосредоточиться повнимательнее, и все. Вот так, видите, у нас как идут петельки лицевые, вот как стоят изнаночные, так мы их провязываем изнаночными. Идут лицевые, провязываем лицевые. Все. Ничего сложного пока нету. Вот, теперь каждый может, да, я имею в виду, сесть поудобнее. Ну, вы, наверное-то уже сидите поудобнее. Я тоже пойду, пересяду на мою любимую кухню, на мой диванчик. Там мне удобней, конечно же. Вот. А теперь вопрос другой. Сколько вязать, да, по высоте? Так как это у нас деталь предназначена, знаете, такая как бы накидка прогулочная, да, то я думаю, что нужно ее связать прям, ну, как бы не по максимуму, конечно, по максимуму это до попы, до хвостика, ну, нет, конечно, не так. Но вы, опять-таки же, длину эту выберете сами. Сейчас я вам покажу просто на схеме это, да. Вот, смотрите, то есть как вы хотите, чтобы она у вас сидела, чтобы, может быть, с каким-то там припуском, вот как вот такой вот хороший такой снудик, да, чтобы здесь вот собачке потеплее было. То есть это такая вещь, знаете, вот выбежали, быстренько вот так сняли, выбежали в магазинчик, да, собачку, чтобы подышала свежим воздухом. Идет дождик, такая вот непогода, вы накинули быстро вот это на нее, на ручки взяли собачку, и собачке хорошо, и вам хорошо, все быстренько, и такая стильная вещичка. Поэтому вот эту вот длину вы выбираете сами. Я думаю, да, вот что ее нужно связать. Сейчас, если вот у меня здесь 5 сантиметров, то я как бы вам рекомендую сантиметров 7, наверное. Но это лично на мою собаку. Вы на свою собаку как бы можете сами регулировать вот эту вот высоту. То есть общую высоту. Вместе с резиночкой вяжем и измеряем. Я буду вязать 7 сантиметров. 7. Вы можете точно так же, как у меня, связать 5, там кто-то 6. Ну, в общем... Я буду вязать 7 сантиметров. Поэтому мы принимаем удобную позу, удобное положение, завариваем себе чай, кофе, включаем интересную передачу, какой-нибудь там канал или еще что-то, какое-то видео, и спокойно сидим, вяжем нашу высоту нашего изделия. Вот. Вот сейчас я хочу вам просто показать. У нас опять, вот я довязываю ряд до конца, и как бы следующий лицевой ряд у нас идет, да? Вот, переворачиваем, да? И смотрите, у нас ниточка слева, значит, вот этот хвостик, да? Значит, у нас идет... Если у вас осталась длинная, не спешите отрезать, она нам пригодится, у нас же будет шов вот здесь вот, мы ее задействуем. Если короткая, то тоже не переживайте, тоже все у нас пришьется. Вот,
Теперь, смотрите, мы в лицевом ряду, значит, нам с вами нужно менять петельки. У нас были лицевые, вот они, да, вот стоят лицевыми. Мы их провязываем изнаночные. Кому как удобно. Хотите, провязывайте, если вам удобнее, за переднюю стену, вот эту ближнюю к вам стеночку, хотите за дальнюю. Я за дальнюю, потому что если мы провяжем за вот эту стеночку, за переднюю, то у нас изнаночная будет перекрученная. Вот. Видите, где у нас было лицо, мы провязываем изнанкой. Где была изнанка, мы провязываем лицом. Все. Вот и весь рисунок у нас с вами. То есть в каждом лицевом ряду мы с вами меняем петельки. И все. И все. Вот. Изнаночный ряд мы провязываем с вами, как он есть, как петельки лежат. Здесь особо как бы рисуночка такого какого-то прям не видно. Ну, видно, что вот она такая вот рябая получается. Очень хорошо. Она получается мягенькая такая, и как бы и объемчик в то же время есть. В общем, усаживайтесь поудобнее и вяжем нужную нам длину. Я буду вязать 7 сантиметров еще раз. Вы определяетесь по своей собачке, как вам. Вы можете приложить. Правильно? Своя собачка у вас под боком. Вы связали, например, 5 сантиметров. Подошли, так приложили, думаете, ну, мне достаточно. И все. Тогда мы будем приступать уже вот к этому горловинке. Если недостаточно, то еще там сантиметр-два подвязывайте. Может быть, кто-то еще побольше как-то хочет прям, ну, укутать, да, собачку. Вот. Только не забывайте потом, что как бы сильно тоже вот эту длинную не нужно делать, высокую, да, потому что у нас же есть еще одна деталь, которую мы будем присоединять. Если вот эта часть будет длинная, то вот это уже где-то повиснет и как бы будет уже не то назначение. Вот, поэтому везде всегда нужна мера. Поэтому вяжем нужную высоту и встречаемся. Смотрите, вот такая вот длина у меня связалась. Здесь, конечно, не 7 еще сантиметров. Здесь 6 сантиметров. Но я хочу сменить ниточку уже сейчас, да, сантиметр провязать уже другим цветом, потом резиночку. Вот, для того, чтобы нам сменить цвет, я отрезаю ниточку, убираем ее и берем другую. Но возвращаемся на один шаг мы назад, то есть, что мы делаем? Мы последнюю петельку, да, мы ее распускаем и провяжем ее уже другим цветом, чтобы у нас края наши совпадали. Вот так. Здесь можно будет потом завязать узелочек уже. Вот тут вот, да, вот здесь вот. Сейчас мы провяжем немножко уже по лицевой стороне, и она прихватится, и можно будет так затянуть и уже завязать. Так, запуталась немного. Так, сейчас перевернем, чтобы удобнее было, да? Вот так. И у нас уже здесь как бы получается, мы ниточку сменили. И край у нас уже будет какой нужен. Тут получается, что мы лицевой ряд, мы меняем наши петельки. И 4 ряда я провяжу уже другим цветом до резиночки. Мне как раз остается сделать 4 ряда. Вот. Здесь потом это нужно будет завязать, чтобы у нас ничего. Давайте вот так сделаем, чтобы было удобнее нам здесь делать на изнаночной стороне узелочек, и чтобы петельки были одинаковые, чтобы не растягивались. Хотя ниточка, она, знаете, такая немножко шелковистая, будет распускаться. Вот, потом это все вытянется. Вот, чтобы у нас вот это как бы кромочная совпадала с тем краем и с этим краем, чтобы у нас не было вот здесь вот ступенек по цвету. Ну,
тут как бы я меняю на такой цвет, который как бы не очень будет в глаза бросаться. Он такой, ну, не резкий, да, такой смена цвета. Если бы там на оранжевый я поменяла, было бы явно видно. А здесь серенькая на голубенькую. Вот, но тем не менее, как бы такой вариант, это если вы будете вязать какой-то другой там контрастной ниточкой сильно, тогда будет бросаться в глаза и видно эта ступенька. Вот. Вот, поэтому вяжем нашу длину и будем приступать потом уже к горловинке. Вот, провязала я 4 рядочка, у меня получилось. Общая длина у меня получилась, как я и планировала, 7 сантиметров. Вот. Теперь мы переходим с вами вот к этому горлышку, вот к этой части. Тут мы будем вязать резиночкой 1 на 1. Для этого что мы делаем с вами? Мы будем с вами сейчас все наши петельки провязывать по 2. Первую снимаем. Дальше, что у вас там идет, лицевые или изнаночные, неважно, да? То есть по 2 мы провязываем. 2 лицевых. Так и идем. 2 изнаночные. Мы переходим с вами на резиночку 1 на 1. И шейку, вот это горлышко, да, мы с вами провяжем резиночкой просто 1 на 1. Опять-таки же про высоту этой резиночки. Это зависит от шейки вашей собачки. Потому что, сами понимаете, шейки и породы бывают разные. Но в среднем вот для моей собачки, да, вот эту длину, которую я вязала, она самая нормальная. Но, скорее всего, вот сколько у меня, 5 сантиметров. Я вот помню, вязала, если вы примете просто. Вот, да, 5 сантиметров шейки. Вы померяете шейку своей собачки. И точно так же вы провяжете резиночкой 1 на 1 эту высоту. Потому что у чихуашечек одна шейка, да, у йорков другая шейка, правильно? У всех как бы по-разному, и даже сколько не от породы зависит, а от того, ну, вообще от собачки. Кто-то хорошо кушает, полненький, кто-то не очень. Вот. В общем, мы с вами должны перейти на резиночку 1 на 1. С этой вязкой это удобно очень. Видите, мы просто провязываем по 2 петельки. И нам легко, ну, легко перейти на резиночку 1 на 1. И вяжем. Кто со мной вяжет, тот 5 сантиметров резиночки. Потом будем переходить с вами к капюшону. Итак, смотрите, что получилось. Провязала я вот горловинку. Теперь мы будем с вами вывязывать капюшон сам. Здесь нам нужно сделать вот такие вот прибавочки с двух сторон, чтобы потом их вот так заложить и прошить, чтобы вдеть потом туда шнурочек. Для этого, смотрите, мы с вами вот этой вот ниточкой накидываем 8 воздушных петель и затягиваем посильнее, чтобы они были плотненькие. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И провязываем. Мы будем с вами уже вязать сам капюшон. Мы будем вязать его другой вязкой. Потом я поменяю ниточку на белую. Вот. Но для начала вот здесь мы с вами, у меня получилось 50 петель в резинке. И через каждые 10 петель мы еще 5 петелечек здесь прибавим с вами. Вот. Первую, как всегда, снимаем. Вязать мы будем вот эти 8 петель с вами лицевой гладью. То есть лицо, изнанка. А сам капюшон мы будем вязать платочной вязкой. Так, вот 4, 5, 6, 7 и 8. Те, которые мы с вами добавили петельки, вот мы их провязали. Теперь мы будем считать, и после каждой 10-й мы будем делать прибавку. Раз, лицевыми вяжем мы все. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И давайте из протяжечки, вот протяжка, видите, это такая перемычка между петлями. Мы ее перевернем вот так, чтобы у нас не было дырочки. Так скрестим ее, скрещенную. Тоже провязываем лицевую. Ее мы не считаем. Начинаем опять считать со следующей. 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот опять берем протяжку, перекручиваем ее, перекрещиваем, одеваем на спицу и провязываем лицевой. И так далее до конца мы делаем с вами. Довязала я ряд до конца. У меня прибавилось 4 петли. Совершенно не важно, сколько у вас вот здесь вот петель получится. Может, у вас другое какое-то количество будет. Вы прибавьте 4 петельки. То есть, ну, будет тоже достаточно. Примерно распределите. Точность тут как бы очень такая прям ювелирная не нужна. Просто вот чисто визуально, да, вот так вот поделите и 4 петельки прибавьте. Теперь здесь в конце мы точно так же делаем наши петли. Сейчас я посмотрю, удобно, да, удобно будет. Такие же 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот эти вот 8 петель в начале и в конце, то есть вот по обеим сторонам, мы будем с вами провязывать по лицевой стороне лицевыми петлями, по изнаночной стороне будем провязывать изнаночные петли. А вот эти петли все будут у нас лицевыми и с той, и с этой стороны. Вот здесь у нас будет лицевая гладь по краям, а здесь у нас будет платочная гладь. То есть сейчас мы эти 8 петель должны провязать изнаночными петлями. Да, проблемно это сделать, как бы. Сейчас вот эту вот первую петельку с этой стороны давайте ее накинем, чтобы ее было удобнее нам, как бы, чтобы она у нас перекрученная тоже была, потому что первая петля, потом в последующих рядах она как бы закрепится и все будет нормально. Сейчас просто первый ряд проблематично нам будет просто провязывать. Провязываем изнаночными 8 петель. Так, ну да, вот проблемно. Не только для новеньких, но и как бы для стареньких вязальщиц. Хочу вам, как бы специально не ставлю на паузу, хочу показать, что не только, как бы у вас, может быть, вы думаете, что не только у вас что-то не получается. Так вот, да, прервали немножко. Я хочу сказать, что вот специально как бы я не ставлю видео на паузу и хочу вам показать, что, видите, не у всех получается, как бы, точнее, не только у вас. Может быть, некоторые думают, вот я такая криворукая, у меня ничего не получается. Нет, вы знаете, бывают такие моменты у всех абсолютно вязальщиц. Поэтому тут нужен опыт и как бы потом немножко сноровка какая-то, и все получится. Так, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. Вот мы провязали наши изнаночные. Теперь остальные мы все вяжем лицевые. То есть по 8 петель с краев мы будем вязать лицо изнанка. Здесь мы вяжем с вами все лицевыми петлями. Вот. Это я не для того, чтобы как бы упростить там процесс вязания или что-то, а это для того, что оно действительно, вот эта вязка очень красиво будет у нас смотреться. Она и форму держать будет, и будет очень красиво. Вот. Сейчас я провяжу еще 2 ряда туда-обратно и буду менять ниточку уже на другой цвет, на беленький. Хочу, чтобы у меня было трехцветное мое изделие. Вот, потому что вот эти остаточки пряжи, их тоже нужно куда-то применять. Потихоньку и найдем им применение. Кстати, у меня там еще один
проект в работе был, я его закончила, но как бы не хочу тоже на этом останавливаться. Я вас скоро с ним познакомлю. И это вопрос к остаточкам, как бы, да, по остаточкам. Если пряжа остается, куда ее применить? Потому что складировать ее бесконечно невозможно, поэтому будем ее тоже с этими остатками с вами бороться. Вот, у нас осталось, видите, с вами 8 петель. 1, 2, 3, 4, 8. И мы их провязываем изнаночные. В изнаночном ряду, естественно, мы провязываем их изнанкой. Вот. Вот мы с вами закончили этот ряд, да? Сейчас у нас с вами лицевой ряд, нам в нем будет легче, то есть мы все вяжем здесь в лицевом ряду, мы все вяжем лицом, только петельки у нас будут с вами стоять по-разному. Вот, это вы не пугайтесь, так и должно быть. Вот. У нас с вами вот эта часть будет закручиваться. Пусть закручивается, так и должно быть. Потом нам ее как бы пришить будет еще удобнее. Видите, здесь тоже я специально не пришивала, чтобы вам как бы показать. Вот у нас наш капюшончик будет весь вот такой вот вязкой. Вот. Ну и теперь главный вопрос: сколько же нам нужно провязать? Показываю. Будем вязать вот так, да, а от резиночки мы провязываем 11 сантиметров. Вы померите голову своей собачки. Я мерила, у меня получилось, ну, прям вот как бы под скулами, да, 22 сантиметра. То есть делим 11, ну, можно даже провязать там 10 сантиметров, оно еще потянется, вот так вот. Ну, я провязывала, как видите, 11 сантиметров. Вот у меня, видите, 11 сантиметров. Поэтому, как бы, если хотите, можете так. Если хотите, чтобы капюшон был в натяжку прям, то тогда сделайте на 1 сантиметр поменьше. Вот. Далее вяжем мы самостоятельно. Кто захочет поменять цвет, аналогично нужно поменять будет, как мы вот этот цвет вот меняли. Видите, здесь у нас ничего не заметно, а это ниточки потом спрячутся внутри, в шов мы потом заправим. Вот. Или можете одноцветную связать, или как у меня трехцветную. Вот. И встречаемся уже, когда у нас будет высота нашего капюшона связана. Вот связалась у меня 10 сантиметров. Я пошла вот эти вот части отпарила, чтобы они не закручивались. Вы тоже можете поставить на паузу, пойти отпарить, но не отгладить, только не отгладить, а именно парком, чтобы они чуть-чуть разгладились. Вот. Разделила я напополам равное количество петель, ровно пополам. Теперь складываем пополам и будем с вами закрывать. Нужно сложить ровненько 2 спицы, взять 3-ю спицу, и мы с вами сейчас будем закрывать пока лицевыми. Потом посмотрим. Одну петельку с одной спицы, с другой, 2 вместе их провязываем и снимаем, подтягиваем, ой, и одеваем на ближнюю к нам спицу провязанную петельку. Теперь с ближней спицы мы подцепляем 2 петельки и одну со второй спицы и провязываем их вместе и снимаем со спиц, подтягиваем опять, одеваем на первую спицу и так проделываем все наши вот эти вот лицевые петельки. 2 и одну, и одну с другой спицы, со второй. Процесс такой как бы не быстрый, ювелирный, но надо его сделать. Провязываем, снимаем и затягиваем и одеваем опять на спицу. Постепенно у нас закрывается с вами. С этой стороны я вам покажу. Ну, тут еще пока непонятно, но будет все красиво. Просто нужно не торопясь и аккуратненько. Здесь мы 2 подхватываем с ближней к нам спицы,
а с дальней спицы одну. Провязываем 3 их вместе и снимаем со спицы, подтягиваем и одеваем на ближнюю нам спицу петелечку. Вот, провязываем все наши лицевые петли. Итак, когда мы вот эту планочку закрыли все лицевыми, с этими остальными петельками мы поступаем следующим образом. Мы вот с дальней спицы петельку переносим на ближнюю к нам, потом одеваем вот эту, которая провязанная у нас, закрытая уже петелька, да, третья, нет, забыла, вот так, вот эти две мы провязываем, снимаем с одной спицы, ой, и продеваем через провязанную спицу, вот так. Еще раз покажу. С дальней спицы переносим на ближнюю к нам, провязываем их вот таким образом, вот с этой стороны вместе. Ну, немножко неудобно. Так. И теперь продеваем через петлю. Вот так. Косичка у нас здесь, это внутри она сохраняется. Давайте посмотрим, что с той стороны. С лицевой. С лицевой стороны вот у нас такой получается шовчик. Вот так. Тоже как бы будет незаметен. И продолжаем. С дальней спицы переносим на ближнюю к нам. Провязываем. Снимаем. И продеваем через петлю. И так попарно до конца все петельки мы закрываем. Смотрите, какая у нас с этой стороны аккуратная косичка получилась. А с этой, с лицевой стороны шва практически вообще не видно. Вот. Теперь мы отрезаем нашу ниточку. И нужно ее закрепить, естественно. И куда-нибудь вот сюда в шовчик потом ее спрятать. Вот. А нам с вами остается сделать следующее. Вот так приложить и прошить ниточкой прям такого же цвета. Сделать вот такую как бы для шнурочка. Для шнурочка сделать. Потом мы с вами свяжем тоже шнурочек. И потом его, естественно, вденем. Этот шнурочек. Ну, можно вообще-то готовый шнурочек, не обязательно вязать. Вот такого плана, вот такие есть шнурочки. Ну, я думаю, что это будет толстоват для такой вещи и тяжелый, он будет как бы перевешивать. Ну, есть обычные шнурочки, тоже можно как-нибудь, ну, вот это отрезать, задекорировать, и будет, мне кажется, достаточно. Но нам нужно с вами еще сделать вот этот шов. Мы складываем лицом. Нет, вот так, лицом. Правильно, это лицо у нас. Вот. И надо нам сшить вот этот вот шов посередине, который. Вот этот вот. Сейчас тоже вам покажу, как это сделать. Но для этого нам нужна будет иголочка. Вот мои иголочки, моя любимая иголочка, она такая с таким тупым носиком и большим ушком толстым. И сейчас мы с вами будем прошивать. Мы складываем на лицо, то есть будем шить мы по лицу. Но не бойтесь, шовчик у нас окажется там внутри. Скрепляем мы два наших края. Соединяем сначала края. А потом будем мы сшивать. Здесь у нас с вами есть кромочные наши петельки. Они как бы, ну, выражены. Вот вы их посмотрите на них внимательно, вот так, если посмотреть, их видно. Вот они. И вот одна петелька, да, вот вторая петелька. Между ними вот такая, как бы, ну, естественно, перегородочка. Мы будем цепляться за нее поочередно. Сначала, вот смотрите, с одной стороны, да, половиночки.
Потом с другой стороны. Видите, между двумя кромочными петельками. Потом опять возвращаемся на эту сторону и в ту петельку, откуда у нас выходила ниточка. Вот она, видите, выходила вот отсюда, из этой петельки. Мы сюда же. То есть в одну петельку мы будем входить 2 раза. Сюда. Вот откуда у нас выходила у нас петелька. Ой, ниточка наша рабочая. В эту петлю и ниже. Затянем мы потом, потому что, чтобы не потерять нашу как бы нить. Так. Видите, откуда выходит ниточка? Сюда же мы вводим, а выводим ниже. Здесь точно так же, вот отсюда. Вот наш, видите, получается шовчик. Ну, можно его затянуть. Прям туго-туго-туго. Вот так. Затянули. И у нас ничего не видно. Видите? У нас как шло лицо-изнанка, лицо-изнанка. Так у нас и идет. И вообще ничего не видно. Ну, придется нам вот так немножко здесь раскрыть, чтобы видеть, где последняя, откуда была ниточка. Опять мы туда и выше. Так мы с вами до конца. Я думаю, что ничего сложного в этом нету. Шовчик получится совершенно невидимый. Только не забудьте, что шьем мы по лицу, потому что я вам сейчас покажу, что у нас получается с изнаночной стороны. Периодически прошли небольшой участок, затягиваем. Видите, вообще не видно шва. Его видно будет только с изнанки. Вот так он выглядит с изнанки. Ну, он на изнанке, естественно, нам мешать не будет. Нам главное добиться эстетической красоты здесь, спереди. Все, так мы дошиваем до конца. Если хотите, здесь можно ниточку поменять, если она была другого цвета. Можно другого цвета такую же и взять, и дошить. Можно этой же ниточкой дошить. Ее видно, я надеюсь, не будет. Давайте продолжаем до конца. Вот до этих самых пор. Вот. Где у нас начинаются вот эти крылышки. Потом мы уже прошьем с вами эти крылышки. И вот, смотрите, как я и говорила, я прошила все серенькой ниточкой, мне ее хватило, я ниточку не меняла. Как видите, ее не видно абсолютно. То есть, ну, если у вас, конечно, совсем не контрастная, то есть и шва не видно, где это и как. И единственное, что нам теперь нужно убрать кончик, ну, и закрепить его изнутри, естественно, да, чтобы, ну, как бы кончики сразу нужно убирать. Вот здесь я предлагаю прям прошить вот так несколько раз, потому что такое как бы, ну, слабенькое место. И будет, чтобы, ну, одевать постоянно собаке, чтобы здесь вот сильно не разорвалось. Все, и можно убрать, сделать узелочек и убрать. И нам с вами остается, естественно, сделать только прошить сам капюшон для шнурочка, сделать вот так. И прям иголкой можно в шов сразу спрятать и обрезать все. И забыть про это дело. Да, и не забудьте убрать все вот эти вот ненужные всякие ниточки. Их потом тоже в шовчик вот так спрятать. Да, вот, смотрите, видите, что у нас с вами получилось. Вот такая вот конструкция. Здесь можно, знаете, я вам скажу, сделать бомбон. Как это правильно забыла, да? Вот здесь мы сейчас подошьем под огнем, да, вот так вот. И будет у нас здесь шнурочек. Нам останется, естественно, только померить. А бомбончик тоже хорошо, но опять-таки же не делайте его сильно тяжелым, потому что с головы собаки это все-таки не детский, не человеческий. Поправлять не получится. Собака, в смысле, я имею в виду, сама поправлять будет, поэтому, чтобы бомбон тяжелый не был, чтобы не сваливался капюшон все время с головы. Вот. Так что давайте сейчас вот эту манипуляцию мы с вами проделаем. Вот так, да? Можно иголочками зацепить и прошивать. Ну, я, скорее всего, буду сразу так делать. Я беру вот просто белую ниточку, так вот смотрю, чтобы мне ее хватило.
Тоже длину сильно неохота брать. Вдеваем в иголочку. Не делаю я никакой этой, мы потом просто спрячем лучше. Складываю пополам. Ну, а потом лучше. Вообще можно и как бы и по лицу шить, и по изнанке. Кому как удобнее, да? Оставляю я хвостик. И вот так прям просто прошиваю. Можете назад иголочкой, можете просто вперед иголочкой, как вам удобнее, как вам нравится. Вот, все. Вот с этой стороны тоже у нас ничего не видно будет. Все это утонет как бы в наших петельках, поэтому просто нужно вот так прошить, и все. Ну, это же не космический какой-то скафандр, правильно? Тут не надо прям пришивать. Все это у нас с вами все равно чисто как декоративная вещь будет служить. Поэтому просто, чтобы шнурочек у нас не вывалился ниоткуда. Вот смотрите, что у нас получилось. Ну, это еще без шнурочка. Вот такая тепленькая, мягенькая штучка с капюшончиком. Если хотите, носите с капюшончиком. Не хотите, можно просто вот так вот, ну, накинуть на собачку. Ну, видео я обязательно сниму, как это на собаке. Нам нужно с вами сделать шнурочек. Шнурочек, для этого нам понадобится 2 спицы и, естественно, пряжа. Я буду делать белый шнурочек. Я вам просто сейчас покажу, как это делается, как делаю это я. Можно сделать, конечно, и крючком, но мне почему-то удобнее спицами. Я набираю 3 петли. 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3, да, 1, 2, 3. Это 4. Так, это много, да? Тогда вот так. 1, 2, и которая у нас здесь, это будет 3. С каждой я набираю вот так петельку. Ага, пропустила одну, да? Вот она. Так, вот так. И с последней. Вот так. Так, 3 петли у нас, да? Мы сейчас их крутить, вертеть никуда не будем. Мы просто проталкиваем спицу и начинаем вязать вот с этой петли ниточкой. Можно это вязать с 4 петель. Ну, с 4 шнурочек тогда будет потолще. 2 и 3. Опять проталкиваем спицу. И все. Ничего мы крутить, вертеть не будем. Мы будем просто продвигать нашу спицу. И вяжем. 1, 2, 3. Подтягиваем ровненько. Продвигаем спицу. И опять. 1, 2 и 3. То же самое можно делать крючком, только крючок придется каждый раз вытаскивать, а тут просто продвигать спицу. Можно так сделать крючком. Опять 1, 2, 3. Все. Просто мы вяжем с вами в одном направлении. И тем самым у нас получается, видите, шнурочек. Такой полый шнурок. Вот он. С этой стороны я просто сейчас вам покажу вот на этом шнурочке. Вот получается вот такой шнурочек. Вот он. Тоже связан на спицах, тоже на 3. Получается на 3 петельках. Просто надо, это как бы последний такой рывочек, да, сесть и спокойно это дело все делать. Я думаю, вы длину шнурочка определите сами, какую вам нужно длину.
будете примерять как бы к капюшону, ну и так, чтобы как бы висело и можно было завязать. Я, честно говоря, не знаю, мне кажется, тут может быть больше, тут меньше. Если как бы вам принципиально, то я могу вот этот шнурок смерить. Он у меня получился 40 сантиметров. В свободном, не растянутом виде 40 сантиметров. Ну, тоже можете такой же 40-50. Это уже в зависимости от, как бы будет, от вашего капюшона, какой связался у вас капюшон. Ну, как бы вот на этом мы, наверное, закончим. Может быть, хотя уже, как всегда я делаю, я вам покажу обязательно окончательный результат, когда он уже будет со шнурочком. И, естественно, видео, как это сидит все на собачке. Ну, вот смотрите, что у нас с вами получилось. Ну, точнее, у меня. Не знаю, что у вас получилось. У меня получилось вот так. Можно вот так подвернуть. Но я вам сейчас прикреплю видео, вы посмотрите, что как бы так подворачивать совершенно не обязательно. Хотя тоже как вариант. Вот. На ощупь получилась она такая мягенькая и очень приятная. Вот. Как бы, чтобы почувствовать разницу, да, вот видите, вот эту часть, вот эту я здесь сделала побольше немножко. Вот. Сидит одинаково и то хорошо. А теперь, что касаемо вот этой части. Тут как бы особый мастер-класс не нужен. Вы измеряете ширину грудки, вот здесь вот сверху начинается вязать она, и вяжете просто по прямой. Можете повторить этот рисунок, можете повторить этот рисунок просто. Какой вам можете вообще свой другой придумать абсолютно. Ну, как бы вам советую, чтобы заканчивалось, начиналось и заканчивалось оно именно резиночкой, чтобы края не закручивались. И все. И здесь нужно будет сделать, вот опять-таки же вот в районе вот этой резиночки, ну, я не делала, по-моему, я сделала всего по 2 убавки и сделала резиночку, и резиночка нам обозначила просто талию. Видите, здесь побольше, здесь поменьше. Но, в принципе, это вообще, ну, не обязательно делать. Можно достаточно просто резиночкой сделать на пузике, вот прям пошире, и сама талия, она обозначится из-за резиночки. Все. Потом вы меряете, ну, как меряете? Я вот, знаете, как сделала? Я посередине пришила здесь кнопку, да, одну сначала, и здесь, вот. А потом пришила, померила на собаку, прикрепила эти, и уже определилась уже на собачке, где мне делать вот эти вот кнопочки, чтобы выделить именно лапки сами, куда будут попадать лапки, вот. Вы можете сделать точно так же, поступить моему этому же совету, вот, потому что как бы на глаз очень тяжело определить и что-то там вымерить, когда полотно, скажем, оно, когда вы шьете, полотно не такое трикотажное, не так тянется, и, может быть, вымерить как-то это удобней. А когда изделие вязаное, оно, видите, оно тянется, и неудобно. Поэтому я сделала на собаке. То есть я обозначила здесь пуговичкой центр, здесь обозначила центр, а когда уже одела, обозначила, где у меня будут проходить лапки. Все получилось замечательно. Вот. Сюда я вязать вторую половинку не буду, то есть, ну, вот эту вот нижнюю половинку, я ее оставлю просто так, для такого, знаете, быстренького накида, быстренькой какой-то прогулочки, так, ну, как, в общем, снуд-переноска, да, так скажем, это будет у нас на случай, если ветер, потому что, знаете, когда вы подмышечку собачку берете, да, у вас эту часть вы можете скрыть, например, там, своей курткой, олимпийкой, там, ну, то есть своей одежды какой-то, да, а верхняя часть все равно у собачки остается голенькая и незащищенная. Так что вот эта вот вещь как раз подойдет к такому варианту. Накинули быстренько, если ветер, закрыли ушки, да, вот, ну, чтобы просто собачка подышала свежим воздухом, потому что не всегда маленькие собачки, не всегда, ну, может быть, мы больше, хозяева, я имею в виду, не хотим, чтобы они ходили там по грязи, например, по снегу там, или, ну, в общем, лазили там где ни попадя, а просто подышали свежим воздухом, пришли домой и сделали свои дела все дома. Вот. У меня, например, бывают такие ситуации. Да, мы просто выходим, гуляем, подышим свежим воздухом, ножки не пачкаем, свои, точнее, лапки. Вот. И такая вещь, вот, ну, просто как бы... Ну, просто она у нас вот есть в гардеробе. Я ее придумала, и она у нас есть. Если вы хотите, чтобы она появилась у вас, садитесь и
за один вечер у вас получится вот такая же вот оригинальная штучка. По крайней мере, имеет место быть. В общем, очень вам благодарна, что вы досмотрели видео до конца, что вы со мной. У меня очень много моих преданных девчонок, которые ждут моих видео, которые всегда вяжут и хвастаются мне, как связали. Все здорово у них получается. Я очень рада и горжусь вами, девчонки. Вы все молодцы. Независимо от результата, как у вас получилось, все равно молодцы. Вот, кто-то только учится, не останавливайтесь, учитесь, я всегда всем помогу. Так, всем привет-привет, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, обязательно пишите комментарии и жду вас в следующих видео. Ну вот, девчонки, смотрите, что у нас получилось с мамбой. Такая гордая сидит, видите, такая вот накидочка. Это у меня, видите, уже получилось подлиннее, она такая мягенькая, хорошенькая. Так можно без капюшона накинули под ручки, вот так взяли малышку, собачку и побежали быстренько куда-нибудь, ну, до машины, например, добежали, да? А можно сделать вот так. Вот такая кулема. Но бомбончик я не стала приделывать. Да, да, ты моя хорошая собачка. Да ты мое солнышко, да? Ну ты не поворачивайся, я сама повернусь, ладно? Вот, видите, вот капюшончик я просто хотела показать вам. Здесь бубончик можно сделать, но нам он не нужен. У нас и так все хорошо сидит. Довольная. Видите, как она позирует? Да, мамба? Вот, вот так ушки. Мамба, мы гулять пойдем? Вот так мы любим гулять, представляете? Мы любим гулять.